Любопытно довольно-таки история по поводу арестованной автора True Crime фильмов, которая планировала акт запугивания в Петербурге. Девушка вооружилась коктейлями Молотова и хотела поджечь здание полиции. Так в свое время публиковалась новость телеграм-каналом «Базы». Это такой канал из кооператива «Озеро», скажем так. А момент, ну это как стенная газета, или как это назвать, да, то есть, ну такая своя внутренняя газетка кооператива «Озеро». Ну, хороший канал, кстати, мне нравится. Поэтому у них всегда информация, вне зависимости от того или иного уголовного дела, в котором должна быть закрыта информация, тайна следствия, у них всегда эта информация есть. Но вы же понимаете, что это за газета и что это за озеро. Понимаете, это вам не какое-нибудь кома. Это вам будешь в коме, если будешь много разговаривать. Момент попытки поджога также попал на кадры. По этим кадрам видно, совершенно очевидно, что она бросает зажигательную смесь. Бросает просто на территорию. Это очень важно. Я сейчас вам, друзья, объясню почему. Ну, то, что не объяснят такие площадки. Суть в том, что ей звонили мошенники. Ну, давайте вот пройдемся. Последняя публикация уже сегодняшнего дня. То есть там было разбирательство. Она сидела, я так понимаю, за решеткой. Она же не мигрантка. Поэтому и за решеткой ей будет нормально. True Crime блогершу приговорили, а вот сейчас вдохните, к 12 годам. Она просто на территорию полиции бросила как что-то там горячее. Своими, значит, девчачьими слабыми ручками кое-как это все бросила. В рамках того, когда это все рассматривалось, заминалась история с самого начала. Поэтому я обковырялся, я почти ничего не смог найти по ней. Минимум информации о том, как ее обманули. Ее обманули, официально звонили, знали там все ее подробности. Ну, словно реально настоящая ФСБ звонила, но сказано официально, что нет, были мошенники. У нее ее ограбили на 500 000, 500 тысяч заставили перевести, потом позвонили из ФСБ, ну, потом сказали, что это были мошенники, не знаю. Позвонили ей из ФСБ, сказали, что нужно то-то сделать, вот, изобразить этот бросок. Ну, естественно, здесь, почему важны эти кадры, вот теперь возвращаюсь к тому, что видно, что невозможно ей применить умысел на не только на порчу имущества, в каком-то смысле, наверное, может, какой-то минимальный, там на асфальт упало, асфальт темненький стал. Вот, то есть не в здание бросила, не в человека, то есть умысла на повреждение либо дорогостоящей техники, либо уж, да, самое страшное, какой-то личности, конкретного какого-то человека. Здесь этого нет, совершенно очевидно, кадры доказывают, что у нее такого умысла нет. Вот это важный момент. Тем не менее, 30-летнюю Диану Чистякову признали виновной в совершении акта запугивания, ни много ни мало. Кого он там запугать должна была? Ну, пугливых полицейских, это полицейское отделение. База уже писала, что девушку обманули украинские, главное, мошенники. Не знаю, крайне сомнительно, или находите, доказывайте. Но это, ну, вы поняли, озеро. В озере чего только не водится. А затем под предлогом возврата средств убедили пойти на преступление. Она подошла к зданию охраны. Ну, так, понимаете, так можно кому что угодно привить. Она могла не знать, но ее заставили, она вроде как признавала, что она знала, что делает. Ну, это странно для человека, который пытался бы защищаться. Мне кажется, здесь давление. То есть она такая, она признавала в суде, что да, я знала, что я делаю. Там, ну, что это полиция или еще что-то. Ну, скажи, не знала, да. Ну, вот если ты защищаешься. Вот это, кстати, тоже из странных вещей. Охраны и конвоирование подозреваемых. Главное управление МВД России по Петербургу с 3 коктейлями Молотова, однако успела бросить только 2 бутылки. При попытке пожечь, почему-то видео обрезано, показали бы, как все происходило. Может, там какие нюансы бы нам попались на глаза. Диана выпускница. Вот что дальше начинается странно, почему я вообще полез интересоваться этим делом. Выпускница юридического факультета РГПУ имени Герцена, кафедры уголовного права. Больше того, она там изучала, по-моему, клиническую психологию. Да, после университета она увлекалась криминальной психологией, запустила тематический блог о true crime историях. Может, она какую-то историю не ту рассказала. Вот я вот что предположил. Я просто не следил за ее каналом. Может быть, есть смысл полазить. Кстати, если кто-то лазил или не лень, у меня не на все времени хватает, как вы понимаете. Я много дел успеваю рассмотреть, даже за день. Но не исключено, что могло быть что-то на канале. Кстати, надо глянуть. И, ну, просто вот помогайте, подключайтесь. Где я рассказывала о маньяках, преступных трендах. Ну и, собственно говоря, вот такая история. Теперь что хотел бы добавить от себя? Ну, во-первых, у меня дальше сегодня уже отложено так рассмотреть немножко историю преступления про 2 ППСников, которые, ну, собственно говоря, совершили насилие сексуализированного характера, назовем вещи своими именами, в отношении несовершеннолетней. Я так вам скажу, по-простому, друзья мои, они получили 10 лет. Один 10, другой 13. Ребенка. Понимаете? Ребенка. 2 мусора. 10 лет получают.
Она бутылочку горячую, плохо, конечно, бросила на асфальт, получила 12. Нормально? А мигрант 3,5 общего режима, таксист, который затащил дочь военнослужащего к себе в квартиру. Вот и подумайте, кому эта власть служит. Меня просто резануло здесь несоответствие, я вам объясню. Я помню историю, ее снимал Крэг Зобел, голливудский режиссер, ну, очень неплохой, и кто-то наверняка смотрел. Тяжелый фильм, кстати, не рекомендую смотреть, но в принципе, если кто-то помнит, кто видел, «Эксперимент повиновения». Это снято по реальным событиям. Там самый ужас и возмущение. После фильма, кстати, был определенный резонанс. Дело в том, что там преступление против девочки совершается, потому что ей звонят мошенники. Вот тоже мошенники, понимаете? Мошенника не смогли осудить, но ради того, чтобы так пытались его осудить, его нашли, во-первых. Очень трудно было найти, он просто звонил, на него не было никаких данных. И по его указке, а он там говорил, там, сделайте то, сделайте это, там, разденьте девочку, там, взяли, раздели девочку. И даже вплоть до преступления того самого. Произошло в ее отношении. И тот, кто вот совершил это преступление, даже удивился, ну так пытался пока ковыряться, он получил 5 лет. Я почему? В США, короче, он пошел на сделку со следствием. Так они хотели организатора посадить, что они готовы, а там у них, ну, с сексуальным подтекстом, короче, вообще от 10 лет начинается, там до 20 и до 50 может дойти. Его пустили по самым легким статьям, там, ну, которые, как бы, короче, они практически то же самое, но звучат с меньшими сроками. Обычно это бы все вместе бы слепили, и был бы, там, лет 20 ему. Вот, но он пошел на сделку, и поэтому как бы, ну, как отдельные какие-то части озвучили, и получилось всего 5 лет. Но чтобы посадить того организатора, очень хотела система посадить, в результате и того не посадили, оправдали его, там, по-моему, присяжные. И этот практически ушел от ответственности, ну, как-то это и возмущало всех. Я к чему? К тому, что в США я тоже поинтересовался, ну, как пример США. Там очень сильно зависит от квалификации, от умысла, и там можно получить большой срок за акт, ну вот, не знаю, как это вообще, ну просто на тер тянет ли, то есть это надо очень сильно доказывать. Здесь это скорее общественное неповиновение можно было бы вменить, ну то, что оно привлекает внимание, бросает эту бутылку. Очевидно совершенно, ночь это никому не несет конкретно физической опасности. Она получает 12 лет, понимаете? Я к чему? К тому, что порча асфальта перед полицией 12 лет. Понимаете, как у нас государство ценит свой асфальтик? Практически все регионы дорог не видели в этом государстве за 30 лет. Ни одной дороги нахрен не сделано. Они свой кусочек асфальта 12 лет ей. Ментяра вот из такого же отделения совершает в отношении девочки, которой 17 лет, в следующем, ну, там ролик позже, есть новость, это попозже озвучу, получает 10 лет. Нормально? Вот я к чему? К тому, что несоразмерность наказания. Что такое справедливость, да, в суде, в уголовных делах? Это соразмерность наказания преступлению. Вот как вам? Есть здесь справедливость или нет? Вот мой вопрос. Все.